Всем привет! Мы на канале Автосакатон зимой и летом. С вами Лев Красовский, и мы прибыли на Мальту. Этим фильмом мы начинаем цикл видеорепортажей о Мальте, которая нас удивила. Планируем сделать наш рассказ отличным от тех, которые уже есть в YouTube. Мы не планируем рассказывать о том, как экономить, приехав на Мальту. У всех свои представления о том, на чем можно экономить, а на чем нет. И не будем рассказывать о том, как здесь лучше питаться. Хотя, если где-то понравилось, как накормили, и мы это сняли, покажем. Если у вас есть вопросы об этом, пишите, ответим. Мы самостоятельно организовали путешествие на Мальту и передвигались здесь на арендованной машине. Куда там заблагорассудится. Авторы других видео о Мальте говорят о курсах английского языка. Но мы не планируем этого делать, потому что все участники нашей команды свободно владеют этим языком. А для знатоков русского языка вопрос. Почему мы говорим не в Мальту, а на Мальту? Ответ в конце видео. Мы отправились на Мальту, чтобы узнать, что здесь интересного и поучительного. И готовы поделиться этим со всеми, включая тех, у кого пока нет возможности посетить Мальту. Посещение Мальты позволяет увидеть разные грани развития человечества. В чем же основные особенности Мальты, которые определили ее судьбу? Мальтийские острова с бухтами посреди Средиземного моря с древних времен привлекали мореплавателей, которым нужно было укрыться от бурь или пополнить запасы воды. При этом на Мальте озер и рек нет вообще. Однако ее геологическое строение позволяет накапливать дождевую воду, которая в некоторых местах выходит на поверхность в виде родников. Мальта – это довольно каменистый остров. И плодородных почв здесь мало, поэтому много людей не прокормить. На поверхность выходят слои известняков, из которых относительно легко получать строительный материал. От убранных с полей камней для многочисленных заборов до огромных блоков с ровными краями для возведения храмов. Как видите, геология реально определяет образ жизни острова. От утреннего глотка воды до вечерней молитвы. Поэтому мы начнем наш рассказ о Мальте именно с геологии. Здесь размыты горные породы, и мы видим слои, они уже немножко идут под наклоном. Вообще Мальта сформировалась в третичном периоде. Здесь было мелководное море, и где сменяли друг друга песчаники и известняки, поэтому мы видим вот эти вот слои, которые друг друга сменяют. Видно, что здесь вот достаточно такие серые, даже иногда черные, а там вот совсем с другого конца совсем белые отложения. То есть море было разной глубины, разные отложения откладывались. И из-за того, что было очень много известняков, получилось достаточно много легкого в использовании строительного материала, из которого построены множество местных домов. В музеях выставлены образцы горных пород Мальты. Обратите внимание на синие глины, образующие водоупорный слой. Именно благодаря им дождевая вода может накапливаться, как в чаше, и выходить в виде родников. А вот глобигериновые известняки, из которых построены мальтийские храмы. Здесь схематическая геологическая карта Мальты. Видите, вот эта восточная часть – это известняки, достаточно низкая часть. Вот здесь вот Марса-скала, где мы были, тут Марса-шлок. Вот, а вот здесь вот в этом заливе расположена столица Валетта. А вот туда дальше оно поднимается. Здесь на плоскогорье столица Мдина, где мы находимся. А там дальше очень крутые утесы Дингли, где вот есть, можно видно весь разрез. На утесах Дингли вот видно 4 слоя. Вот внизу известняки, потом синие глины и зеленоватые песчаники. Вот они здесь обнажаются на поверхности, поскольку вот здесь был достаточно резкий обрыв, море все это обмыло, видно геологическое строение. Такие утесы можно увидеть и на других Мальтийских островах, таких как Гоза и Камино.
и мы отправимся на эти острова, чтобы показать вам эти утесы и другие интересные места каждого острова. А обзорный фильм об острове Гоза уже можно посмотреть на нашем канале. Канал «Автозакордон зимой и летом», ваш гид Константин Красовский. Мы на Мальте, в местечке, которое называется Марса-Скала. Может показаться, что в переводе это означает «скала Марса», но на самом деле Марса – это залив, Скала – это местное название сицилийцев, то есть это Сицилийская бухта, Сицилийский залив. Потому что до Сицилии, в общем-то, на север тут не так далеко, и сколько-то миллионов лет назад, когда уровень океана менялся, то здесь был сухопутный переход между Сицилией и Мальтой. И некоторые животные успели перебраться на Мальту, но далеко не все. Например, хищники сюда не перебрались, ядовитые змеи не перебрались. И поэтому мы можем узнать особенности фауны Мальты в музеях и в зоопарках, которые мы собираемся посетить вместе с нашим биологом. Животных здесь можно наблюдать на воле, в аквариуме и в зоопарке. Фильм о зоопарке «Ноев ковчег» уже можешь посмотреть на нашем канале. Мальта – одна из наиболее колоритных стран, в которой перед вашим взором разворачиваются страницы мировой истории, начиная с ее самых древних эпизодов. Так называемые мегалитические храмы здесь начали возводить еще около 5500 лет назад. Они на 1000 лет старше пирамиды Хеопса. И некоторые из этих храмов мы покажем в следующем фильме. Мальта была морской базой финикийцев, карфагенян, римлян, вандалов, византийцев, арабов, норманнов, германцев, испанцев, мальтийских рыцарей, Наполеона и Британской империи. Ее безуспешно пытались захватить османский султан Сулейман Великолепный, российский император Павел I и фюрер Германского рейха Гитлер. А вот теперь представьте, как это быть жителем острова, куда веками кто-то лезет, всякие пираты и рыцари. При этом различие между пиратами и рыцарями весьма условно, а жителям Мальты приходилось существовать по соседству со всеми этими вояками. Как им это удалось, вы сможете узнать в следующих фильмах этого цикла. Хотя нынешний мальтийский язык имеет сильное сходство с арабским, точнее с тем его вариантом, который сформировался в Сицилийском Эмирате, коренным жителям острова нравится считать, что их главными предками являются финикийцы. Возможно, потому что финикийцы прославились не как завоеватели, а как мореплаватели, ремесленники. И создатели письма, которое дало начало почти всем нынешним алфавитным письменностям. И считается, что слово «Мальта» происходит от финикийского слова «малет», означавшего «убежище» или «порт». Кстати, я только на Мальте узнал, почему финикийцев так назвали. Нет, это не от финиковой пальмы, о которой мы рассказывали в фильме о Марокко. Если интересно, ответ в следующем видео. Мы планируем подготовить серию видео о Мальте. И для нас очень важно ваше мнение. Напишите в комментариях, что именно вам хотелось бы узнать о Мальте, ее достопримечательностях и людях. А теперь обещанный ответ о том, почему мы говорим «на Мальте». Обратите внимание, предлог «на» мы используем, когда говорим «на Кубе», «на Ямайке», «на Кипре».
но никогда не говорим «на Греции» или «на Мексике». В русском языке предлог «на» обычно используется для тех стран, основная часть которых расположена на одном острове. И, кстати, именно поэтому выражение «на Украине» противоречит нормам русского языка. Нужно говорить «в Украине». И мы приглашаем всех, кто владеет русским языком, на канал «Авто за кордон зимой и летом». Здесь уже размещено более 80 видео о 17 странах, а будет еще больше. Поэтому подписывайтесь. С вами были ваши гиды Татьяна Андреева. Константин и Лев Красовские. До встречи на экранах ваших компьютеров и смартфонов. И спасибо каждому зрителю за лайк.